Приветствую, друзья! Беспроводной ресивер Ugreen может помочь решить вопрос с передачей звука по воздуху на устройства, которые в силу тех или иных причин не имеют такой возможности. Ну, допустим, это может быть старенькая магнитола в автомобиле, которую вы не хотите или не можете поменять по каким-то причинам. Или, допустим, какая-нибудь классная домашняя акустика, да, на которую вы хотите вывести звук со своего смартфона или планшета. Собственно, устройство работает по простому принципу. Сам термин ресивер буквально переводится как приемник. То есть устройство принимает цифровой сигнал по воздуху, после чего передает его уже по проводу на вашу акустику. Хочу отметить ключевые отличия данной модели от других, ведь на самом деле в сети ресиверов очень много различных, в том числе есть разные модельки Ugreen. Так вот, эта модель специально разработана для стационарного использования, то есть она не имеет аккумулятора. Для автомобиля это как раз то, что нужно, ведь от постоянного подключенного питания аккумулятор ресивера выйдет быстро из строя, ему потребуется ремонт. Второй позитивный момент состоит в том, что ресивер не нужно включать или отключать, то есть он сам включится, когда вы подадите на него питание, и отключится, когда заглушите машину. Это очень удобно. Ну а при использовании в домашних условиях ресивер будет все время запитан от источника 5 вольт. Ну а включение и выключение уже осуществляется нажатием кнопочки. А также стоит отметить, что в зависимости от требуемого результата можно выбрать стандартную версию и версию с aptX. Стандартная версия стоит немного дешевле, но на мой взгляд это экономия излишняя, так как она поддерживает только базовые кодеки SBC и AAC. Лучше взять версию с aptX. Помимо более качественного звучания при прослушивании музыки, вы получите поддержку еще кодека aptX Low Latency, который обеспечивает меньшую задержку при передаче звука. А это будет полезно, если вы планируете играть в игры или смотреть видео. При использовании стандартных кодеков SBC или AAC будет небольшая рассинхронизация того, что вы видите, и того, что вы слышите. То есть звук будет с опозданием звучать из колонок. В то время как aptX Low Latency полностью решает эту проблему, и происходящее на экране полностью совпадает с тем, что вы слышите. Собственно, ресивер приехал вот в такой вот фирменной коробочке Ugreen. Дизайн выдержан в общем корпоративном стиле и не меняется уже несколько лет. На лицевой части изображено устройство, а также есть обязательная пометочка, что это у нас версия с aptX Low Latency. На обратной стороне у нас указаны технические характеристики. Давайте мы какие-то самые основные озвучим. Работает с Bluetooth версией 5.0 по протоколу AVRCP A2DP. У нас тут есть выход 3,5 мм аудио и RCA правый-левый. Далее, частоты, понятно, у нас 20 Гц, 20 кГц, всегда китайцы пишут. Выходная мощность 28 мВт при сопротивлении 16 Ом. Соотношение сигнал-шум 90 дБ, до 10 метров передача. И видим, что поддерживаются SBC, AAC, aptX и aptX Low Latency. Питание идет от microUSB 5 вольт. И размеры 66 на 66 мм и 24 мм высота. Теперь давайте посмотрим, что у нас было в комплекте. В комплекте, собственно, ресивер. Также есть аудиокабель, уже есть метровый аудиокабель с интерфейсом 3,5 мм аудио. Есть кабель microUSB для питания и есть небольшая инструкция. Также в зависимости от ваших требований, то есть если нужно, можно взять дополнительно в магазине комплектацию с метровым кабелем 3,5 мм аудио на 2RCA или 2RCA на 2RCA. То есть сейчас покажу, что имею в виду. То есть вот такой кабель, который у нас идет с одной стороны 3,5 мм аудио, с другой стороны у нас левый правый канал. И второй кабель у нас 2RCA на 2RCA, то есть левый правый канал
и левый-правый канал. Ну, в зависимости от того, к чему вы будете подключать. Возможно, это будет ресивер, усилитель, может быть, это будут аудиоколонки, что там в автомобиле может. Ну, в общем, у каждого свои типы подключения. Можно выбрать как бы комплектацию и из двух также сразу состоящих кабелей. Ну, соответственно, это и отражается на итоговой стоимости. Кстати, ресивер может выводить звук одновременно на два устройства, то есть это имеет смысл. Ну, давайте посмотрим на внешний вид ресивера. Корпус его полностью изготовлен из пластика, ну, а верхняя часть имеет глянцевое покрытие. Кнопочка крупная, она отвечает за включение и отключение. Для этого ее нужно зажать на несколько секунд. Естественно, только при подключенном питании, так как, повторюсь, аккумулятора здесь нет. На лицевой части можно обнаружить светодиодик. Это у нас синий индикатор, он показывает статус устройства. При поиске он быстро мигает, а при активном соединении мигает медленно. Ну и интерфейсы, естественно, расположены на тыльной стороне. Это у нас выход AUX и RCA. Ну и также micro-USB для питания. Можно было бы, конечно, упрекнуть, мол, почему не современный USB-C, но по большому счету вы как бы раз разместите устройство на нужном месте, подключив штатный кабель питания, и уже забудете о его существовании, будете только пользоваться. В основании видим есть, ну скажем, такая резиновая накладка в виде кольца. Она у нас используется для устойчивости и чтобы не скользило по гладкой поверхности. Ну вот, собственно, и все. Еще что отметить стоит, это небольшие размеры. Видим, что он миниатюрный, ну, как бы в сравнении с моей рукой, поэтому разместить его в автомобиле не составит труда. Ну а для домашнего использования, наверное, размер не имеет большого значения. Ну и, конечно же, я его разобрал. Плата аккуратная и чистая, пайка визуально надежная. В качестве аудиочипа использовали Qualcomm QCC3008. Кстати, в версии без IPTX установлен QCC3003. Ресивер я проверял со смартфонами Samsung Galaxy S10, Galaxy S8 и Oppo F7. Везде прекрасно работает и подключается в максимально возможном по качеству кодеку. К примеру, передача аудио с моего S10 осуществляется при помощи aptX с частотой дискретизации 44,1 кГц при разрядности 16 бит. То есть качество близкое или равное аудио CD. Если говорить о характере звучания, то на мой слух оно никак не меняется в сравнении с оригинальным. То есть никакого дополнительного окраса или изменения АЧХ нет. Ну, то, что вы слышите в динамиках или наушниках напрямую, да, при подключении кабелем, тоже услышите и при использовании этого ресивера. Лишь немного отличаются уровни громкости. Возможно, найдутся гурманы, которые могут услышать ухудшение звука, которое в принципе, конечно, есть, оно неизбежно при передаче посредством Bluetooth, но я не слышу, тем более при использовании высококачественного aptX. Вообще никакой разницы. Единственный момент, который я могу отметить, это легковый фоновый шум, такое очень слабое шипение, которое слышно в наушниках в моменты полной тишины, например, между треками. Это при подключении через AUX. Шум настолько как бы незначительный, что если специально не сравнивать, вы вряд ли обратите внимание. И слышен он только в наушниках, то есть если подключить через RCA, допустим, к колонкам или к динамикам автомобиля, то как бы уже не слышно. То есть это наводит меня на мысль о какой-то связи с сопротивлением. В целом рекомендовать устройство к покупке, конечно же, можно. Это отличный инструмент для создания более комфортного и современного прослушивания музыки без проводов. Ну и это очень простой способ дать своей старенькой магнитоле или домашней акустике вторую жизнь. Ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Злой. До новых встреч!